Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы будем готовить домашний натуральный сыр. И если вы давно мечтали приготовить сыр своими руками, оставайтесь с нами. Я поделюсь с вами простым и доступным рецептом. С ним справится любой. Нам понадобится литр молока, у меня домашнее молоко коровье, 700 грамм творога, остальное я оставила на приготовление сырников. Засыпаем в молоко. Некоторые предпочитают сначала закипятить молоко. Я же кладу все сразу, творог и молоко. Получается, что молоко наше прикрывает творог. Этого достаточно. Ставим на огонь и ждем, когда закипит. Когда сыворотка начинает отделяться, а творог начинает плавиться, процесс уже запущен. Посмотрите, наш творог весь сначала взбух. Конечно же, мы помешиваем деревянной лопаткой, чтобы не подгорало дно. Затем он измельчается на мелкие крупинки. Когда закипит, нужно поварить 3-5 минут. Сливаем сыворотку. Я сливаю в кастрюльку, чтобы затем использовать сыворотку для приготовления блинчиков. Выжимаем творог. Можно выжать посильнее. Я не до конца отжала, чтобы творог был не очень жестким и сухим. Самое неприятное в этой процедуре – отделить творог от марли. Итак, ставим на огонь наш творог, добавляем пол чайной ложки соды, 1 яичко, столовую ложку соли, сливочного масла грамм 50 и хорошенечко размешиваем. Посмотрите, наша творожная масса взбухла. Благодаря соде она взбухла как каша. Хорошенечко помешиваем и ставим на большой огонь. Итак, хорошенько все собираем и выкладываем в формочку. Делаем это быстро, потому что масса очень быстро застывает. Обыкновенной пищевой пленкой я формирую наш сыр. В таком виде он постоит полчасика, пока не остынет полностью. Затем убираем пленку, аккуратненько ножичком подцепляем сыр, чтобы его легко было достать из тарелки. Вот так легко отделяется сыр от тарелки. Благодаря домашнему яйцу сыр приобретает приятный цвет. А давайте-ка мы взвесим. Итого у нас почти получилось 600 грамм. Я думаю, что это очень замечательно. Попробуем нарезать сыр. Он еще не до конца остыл, поэтому немножечко прилипает к нашему ножу. Я варила не очень долго, поэтому мой сыр не очень эластичный. Он больше творожнистый и похож немножко на брынзу, но мои домашние любят именно такой. Если же варить подольше творог в молоке, минут 5, не меньше, то он будет более эластичный и более равномерный. Он будет практически гнуться. И это уже будет называться плавленый сыр. Что ж, в любом случае домашний сыр никогда не сравнится с магазинным. Он полностью натуральный и очень сытный. Такой сыр идеально подойдет к бутербродам на завтрак. Он очень сытный и вкусный. Также можно делать другие различные блюда, такие как пиццу или салаты. Можно экспериментировать, делая сыр более плавленным, твердым или мягким, на ваше усмотрение. Если положить больше яиц и сливочного масла, сыр будет более мягким. Я очень надеюсь, что вдохновила вас на приготовление домашнего сыра. Если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Спасибо всем за внимание, всем пока-пока, до новых встреч!